Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же затянулось ваше одиночество? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот хочется умчаться на край земли. Вам безумно хочется поменять то ли свою местность, да, свой образ жизни. Вот хочется какого-то драйва перемен. Это может быть путешествие хочется, да, допустим, поехать куда-то в отпуск, там, провести время. Плюс еще, смотрите, у вас тотальная нехватка любви. Вы истосковались вот и по женской нежности, по женской ласке, по женской заботе. Да, друзья, приятели у вас есть, вам есть с кем потусоваться, да, вот куда сходить. Но вот единственное, что вам не хватает, это вот такой вот любимой, настоящей, родной своей женщины. Вы плюс еще, ну опять же у нас, да, повторяется довольно часто, что вы еще опасаетесь, что вот если у вас появится женщина, то будет опять какая-то хитрость от нее исходить, либо же какой-то обман, да. Вы боитесь того, что вы влюбитесь снова, а вас предадут, а вас обманут. Вот довольно часто, да, вот я смотрю, особенно в последнее время, ну как-то в раскладах выпадает именно этот момент. У вас по работе, в принципе, могут у некоторых проигрываться либо же какие-то поездки, командировки, да, особенно вот у кого такая сфера связана, причем могут быть внезапные, далекие какие-то поездки. Так, вот в женщинах еще вы, я боюсь, что вот это и есть ваше такое вот разочарование своего рода, что многие женщины любят деньги. Да, конечно, женщины, ну, в принципе, все любят деньги, и мужчины, и женщины, но есть именно вот корыстные, да, которые ищут спонсора в своих корыстных целях, для которых любовь не важна. Вот именно этого вы опасаетесь. Плюс у вас еще такой момент проигрывается, ну, однозначно, да, разрушение в вашей жизни произошло. Потеря, разрыв, развод с женщиной, однозначно. Причем у вас, вот знаете, у кого-то может быть отдушина, у кого-то, я не знаю, может быть творческие какие-то способности есть, кто-то лепит, кто-то рисует, кто-то что-то мастерит. Ну, то есть вот вы уходите в работу, в свои хобби какие-то, чтобы немного отвлечься, чтобы забыться от грустных мыслей. Но в то же время, я вам скажу, в душе вы ждете все равно новую женщину. Вот вы ждете ее, и вам хочется, чтобы она поскорее пришла, но опять же вы сами себя накручиваете. А вдруг вот эти все ваши любимые мысли, да? А вдруг это, а вдруг то? Вы знаете, вот если бы вам сейчас вот дали женщину, да, вот если бы вы влюбились по новой, вы, мне кажется, были бы самым счастливым человеком на Земле. Вот у вас бы сразу такой драйв, адреналин начался, вы снова загорелись бы, знаете, у вас бы появился какой-то вот смысл в жизни. Сейчас вот, ну, грубо говоря, лапки вы сложили. Вот какая-то, ну, я не скажу, что апатия прям, ну, нет стимула в жизни, нет для кого творить, что-то делать, куда-то мчаться. Вот нет того драйва, мотиватора, нет в вашей жизни. Я не вижу постоянных отношений. Это абсолютнейший такой вот стиль, да, вот личной жизни. Я еще раз повторяю, какие-то вот эти одноразовые романы я во внимание, в общем-то, не беру. Но любимой женщины сейчас рядом нет. Давайте разбираться, почему же ваше одиночество затянулось? В чем же причина? Сегодня такое у нас, да, психологическое таро будет. Так. Во-первых, у вас есть некоторая такая вот, ну, наивность. Причем, вот хоть вы взрослые мужчины уже, да, солидные все. Во-первых, вы верите в судьбу. Вы считаете, что вот если суждено, да, значит, как бы свыше оттуда пошлют женщину, особо суетиться не надо. Плюс
Плюс еще, знаете, вот затянувшееся состояние одиночества, которое, ну что ли, я не знаю, вот у некоторых может проигрываться даже такое состояние, которое называется, что все, руки опустил. Да, в душе хотелось бы, надежда, ну, какой-то 1% надежды есть, что что-то изменится, но особо уже ни на что не надейтесь, что ваша личная жизнь поменяется. Еще такой момент может быть. Плюс, знаете, вот какая-то усталость от жизни есть. Усталость, я имею в виду, от того, что вы вкладывались вот в прежнюю женщину, в прежние отношения, да, причем вот вы вкладывались, ну, вы не жалели ни себя, ни денег, ни времени, вы, ну, от души, да, вот вы любили, вы вкладывались. И сейчас вот вы как-то можете испытывать такое какое-то даже вот неопределенное состояние, что и снова начинать все с нуля. Вот если попадется, да, новое, вот снова и хочется вроде бы влюбиться, ну а что опять? Опять все с нуля начинать? Опять начинать вкладываться, да? Получится ли не получится? То есть есть момент некие сомнения. Даже может проигрываться у некоторых из вас, особенно у тех, кто помоложе, ну там до 35, может быть, тогда 40 лет, что вы даже начинаете кайфовать от этого состояния, что никто вам не пилит мозги, никто ничего не требует, да, вы что хотите, то и делаете, куда хочу, туда лечу. Особенно это может проигрываться вот именно, да, у молодых, потому что, знаете, такое ощущение, что как будто сейчас вы отрываетесь. Ну вот, знаете, хочется оторваться. Если тогда вот как в плену жил, да, вот с бывшей, и то нельзя, и это нельзя, там, да, не так сел, не так стал, не так сказал, ну, то есть я утрирую сейчас, да, то сейчас у некоторых может проигрываться еще, что вы как будто бы вот, ну, вкус свободы почувствовали, да, а свобода это святое. Свободы, ну, мало кто хочет лишиться. Как говорят, мужчины некоторые боятся жениться, потому что все, потеряешь свободу, уже не будешь, что хочу, то и делать. Поэтому смотрите, те, кто помоложе особенно, вот может еще проигрываться, что хочется какого-то драйва, хочется оторваться, да, вот вкус свободы, кайф вот этот. Смотрите, плюс еще есть такой момент, что, знаете, вот особенно это касается тех, кто, ну, не так давно разошелся, я думаю. Еще есть какая-то доля того, что, а вдруг бывшая объявится. Вот есть такой момент, вот как будто вы еще стоите, знаете, ну я утрирую, как будто вы вот еще ее ждете, вот чуть ли не у окна стою и жду, да, вот. Я, конечно, приукрасила, у окна, конечно, вы не стоите, но тем не менее надежда есть. Это может быть и ожидание звонка, ожидание смс, да, а вдруг она напишет, а вдруг позвонит, а вдруг она одумается. И то есть, смотрите, варианты я вот вам назвала. У каждого будет по-своему проигрываться, потому что общий расклад. Напишите, кстати, в комментариях, какой из этих вариантов у вас проигрывается. Либо вы отрываетесь, либо же вы вот верите в судьбу, да, что вот пошлют вам женщину. Либо вот вы еще ждете бывшую. Напишите, к какому варианту вы относитесь. Ну, либо же у вас будет свой вариант, да, почему вы не спешите вступать в новые отношения. То есть, смотрите, здесь такая ситуация, что и хочется, и колется. И вот 3 варианта я вам назвала. Вот вы даже закрываетесь. У нас закрытая карта выпала. Вот есть некий страх, да, вот страх однозначно, страх манипуляций. Я думаю, у большинства из вас он проигрывается, страх, что появится женщина, вот вы влюбитесь, понимаете, вы даже боитесь в чем-то влюбиться. Вот в каком-то смысле боитесь влюбиться, потому что это все. Влюбленный волк уже не хищник, это уже все. Потеря свободы, потеря денег, потеря времени, это всего потеря. И получается замкнутый круг.
С одной стороны, я хочу новую женщину, но я боюсь, да, я опасаюсь. Хоть мужчины не любят этих слов, но я опасаюсь. А вдруг что-то пойдет не так, да? А вдруг меня второй раз или третий там предадут? То есть вы, в принципе, вот если коротко тогда сказать, вы сами стопорите свои отношения, вот, ну, блокируете, если по-простому. Даже какой вот вариант не взять. Вот взять, допустим, то, что вы в судьбу верите, да, вот можно сложить лапки и сидеть ждать, а вдруг там женщина когда-нибудь с неба упадет, да, ну, потому что суждено, вот, да, там 5 марта, к примеру, вот она должна мне с неба упасть. Сидим, ждем. Другие же, допустим, там молодые, кайфуют тоже. Это своего рода блок. Блок, потому что я не хочу новых отношений, я хочу покайфовать, я хочу насладиться одиночеством, потому что я жил в клетке с этой женщиной, хоть и с любимой, но я был в клетке, я был не очень свободен, да. И еще один вариант, который, ну, я думаю, вот проигрывается у многих, это вот опасения, да, вот опасения, а вдруг не получится, а вдруг то, а вдруг все, вот эти все ваши страшилки. Понимаете? Здесь в любом случае, здесь как ни крути, вот я не вижу такого вот активного рвения и хотения, да, вот иметь новую женщину. Да, можно хотеть, мечтать, но это всего лишь хотелки. Она может и сниться, да, можно флиртовать. Но вы же понимаете, что можно пофлиртовать и все, и до свидания, и пошел домой. Это не то. Отношения, флирт, это, а тем более если семья, это совершенно другие вещи. Поэтому я не вижу у вас, если честно, такой, ну, открытости к новым отношениям. Да, хотелки есть, да, могут романы у некоторых проигрываться. Но вот не вижу я ни открытого такого прям желания, да. Это могут быть опущенные руки, то, что я говорила, да, что уже все на своей личной жизни крест поставлен. Уже кому я нужен, да, особенно те, кто постарше из вас, да, там 50 плюс, допустим. Кто-то думает, я ее не потяну, кто-то думает, что уже все там, ну, как бы, может быть, у кого-то даже с интимной частью проблемы с возрастом начинаются. Ну, то есть, я не вижу вот рвения. То есть, смотрите, ребята, в принципе, вот любой из вас, да, вот какой бы вариант ни взять, любых возрастов я сейчас имею в виду, вот все из вас. И если бы вот вы реально захотели, да, завести новые отношения, если бы вы реально захотели, вот задались целью, вот знакомлюсь, хоть и завтра, да, но я вам 100% даю, вы бы познакомились. Но вот эти сознательные, либо подсознательные вот эти ваши блоки, они вас всех и останавливают. Напишите в комментариях, вот что вас останавливает. Понимаете, говорить, что женщины все не такие, женщины там все гулящие, там, либо, я не знаю, корыстные, да, такие-сякие. Но это не аргумент, потому что, ну, я сейчас вам могу миллион аргументов в ответ добавить, да, начиная с того, что каждая женщина разная. Вообще любая, вот поставь две женщины рядом, они будут абсолютно разные, начиная от внешности, заканчивая характером. Понимаете? Но это, ну, знаете, это как вот говорят, грубо говоря, детский лепет, что такая глупая отмазка, вот все женщины одинаковые, все женщины корыстные, да? И когда такое слышишь, ну, сразу понятно, что человек ставит блок, психологический барьер между собой и женщиной, да. Извините, что я вот так прямолинейно, никого не хочу обидеть. Но тем не менее, вот напишите вот правду, да, почему, вот как вы считаете, мне вот интересно ваше мнение почитать. Как вы считаете, почему вы не можете устроить свою личную жизнь, да? Что вам мешает? Понятно, что подсознание вы так четко не прочувствуете. Но, может быть, вы что-то осознаете где-то там в глубине души, да? Давайте с вами посекретничаем в комментариях. Поэтому, вот если бы вы хотели, вы бы начали знакомиться, у вас были бы полно и знакомств, у вас выбор женщин, вы могли бы, ну, знаете, грубо говоря, кастинг проводить. Сегодня я с одной познакомился, да, ну, что-то не понравилось, хорошо, будем пробовать с другой. Я не говорю, что спать сразу со всеми, нет. Для начала можно знакомиться как-то. Тренируйтесь, господа.
Вот. Поэтому все в ваших руках. Вот почему ваше одиночество затягивается. Вы просто по той или иной причине сами этого не хотите. Кому-то хорошо, кто-то верит в судьбу, кто-то побаивается, опасается. Поэтому дерзайте. Больше никаких глупых отмазок, ребята. Настрой на позитив. И, как всегда, я жду ваших потрясающих комментариев. И я жду, что кто-то из вас уже напишет, что вот готовимся к свадьбе, чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!